Всем привет, с вами Олег Базилевич. Вторая тренировка к подготовке на одной классик. Сегодня 9 января 2015 года. Сегодняшняя тренировка будет заключаться в жиме штанги с пола, отработка, проход с мертвой точки. Это одно из моих любимых упражнений. Детально попытаюсь показать, может даже рассказать все особенности этого упражнения, в чем заключается, зачем оно нужно. И все. Приступим. I see where my decisions have brought me. What's on is starting, it's time to start again. Can't let it tear me into, always be away. I gotta believe, cause this is now. How can I change tomorrow if I can't change today? This is now. If I control myself, I control my destiny. This is now. How can I change tomorrow if I can't change today? This is now. Вообще это упражнение начал использовать, когда у меня стал застой в жиме безэкипировочном. И однажды смотрел видео Райана Кеннелли «Дорога на Арнольд», по-моему, 2005 года, где он делал это упражнение. Я взял на вооружение, вот, стало интересно, что-то новое попробовал, мне очень понравилось. Сейчас это у меня упражнение, скажем так, приоритетное, после основного жима. Мне это упражнение очень нравится, чувствуется прогресс при правильном использовании, правильной постановке, техники, при правильном использовании нагрузки. Самое важное в данном упражнении – это выбрать для себя правильную траекторию. Многие опускают не до конца, сгибают ноги. Вот. То есть сгибание ног, если ноги не полностью выпрямленные, можно отрывать таз и себе помогать всячески. Я считаю, что выполняя данное упражнение, нужно максимально изолировать все тело и дать нагрузку исключительно на руки, на грудь, чтобы выполнять движения именно теми суставами, которые непосредственно задействованы в работе. Вот. При неполном опускании, то есть если мы касаемся просто едва трицепсом пола, опять-таки амплитуда у нас получается не полная. И идет постоянное напряжение без расслабления, скажем так, мертвой точки. Я предпочитаю использование полной амплитуды. Я максимально ложу руки на пол, стараюсь максимально коснуться даже локтями. Вот, ну, покуда это позволяет мне, скажем так, трицепс развит, и опустить уже до локтевого сустава, конечно, проблематично. Но, тем не менее, стараюсь это делать. Соответственно, слегка в нижней фазе амплитуды я делаю легкое расслабление, что позволяет делать срыв уже непосредственно с мертвой точки. Идет максимальная борьба с весом, соответственно, все связки, суставы, на мой взгляд, опять-таки, улучшают свою работу и функциональность. Я смотрел много различных видеороликов по поводу данного упражнения, рассказы. Ну, скажем так, у каждого свое мнение. Вот, я всегда подчеркиваю, что это мнение мое, я делаю так, и каждый волен выбирать себе ту работу, которую он считает оптимальной для себя. То есть, может быть, кому-то нравится, как это упражнение делает Рома Иранишвили, как это делает тот же Райан Кеннелли. Ну, я выбрал для себя такую работу, скажем. Вот. Тренировка, в принципе, сегодня прошла так
Нельзя сказать, что на ура, но если учитывать все новогодние праздники, расслабление, плюс получился такой легкий недосып. Ну, опять-таки, это всего лишь вторая тренировка в подготовительном цикле на Арнольд. Будем тренироваться, готовиться. Вообще, что касается опять-таки жима с пола, это упражнение необходимо использовать не чаще, чем раз в 2 недели. Почему? Потому что, ну, опять-таки, по своим ощущениям, сильно задействуются суставы, работа совсем другая. То есть понятие моста не происходит, идет нагрузка на дельтоиды, идет нагрузка на плечевые суставы, на ключицы. То есть это немножечко отличается эта работа от обычного жима лежа, к которому мы все привыкли. Вот. Ну и, соответственно, почему я делаю акцент на это упражнение, потому что в этом упражнении задействуются дополнительные группы, другая работа, скажем так, что-то новое для организма идет. И, соответственно, чтобы не давать привычки, так называемые, для суставов и связок, необходимо это упражнение делать с какой-то определенной периодичностью, чтобы организм получал с каждой тренировкой, в которой мы включаем это упражнение, соответственно, новую нагрузку. После жима с пола сделал легенько жим под наклоном вверх. Вот опять-таки я проработал с небольшим весом, ну, по 2 причинам. Первое, из-за дискомфорта в плече, это связано с старой травмой, вот, которая в определенной фазе мне не позволяет работать нормально. Болевые ощущения, они, скажем так, мешают. Вот, поработал легенько, 3 подхода сделал. После этого сделал разводку гантелей, либо отведение гантелей, либо сведение гантелей. Ну, опять-таки, в каждом каком-то описании тренировочного цикла у всех спортсменов либо тренеров по-разному это упражнение называется. Ну, кто как. Главное, что принцип понятен всем. Вот, опять-таки, сделал 3 подхода по 15 повторений с различными весами. Вот. Ну, почему с различными весами? Потому что все упражнения, которые я использую в своем, скажем так, арсенале, я работаю по принципу пирамиды. С каждым подходом я добавляю вес. Это независимо, будь то это базовые упражнения, будь то это подсобные упражнения, вот, трицепс на блоке, отведение либо разведение гантелей лежа, бицепс, без разницы. Я подход сделал, взял вес потяжелее, сделал подход еще взял потяжелее. Стараюсь, соответственно, делать одинаковое количество повторений независимо от увеличения веса. Ну, там, скажем так, по возможности. После этого закончил работать трицепс на блоке, поработал с канатом. Нравится мне канат. Почему? Потому что при, скажем так, молоточном положении кисти задействуются внешние пучки трицепса. То есть мы снимаем нагрузку с длинного пучка, который отвечает за львиную долю движения в жиме штанги лежа. А, соответственно, малые пучки, средний и наружный, у нас задействуются меньше. Вот. И, соответственно, они слабее. Поэтому я использую трицепс на блоке с канатом, чтобы задействовать именно более малые пучки трицепса, чтобы они тоже развивались и, соответственно, давали какую-то дополнительную, скажем так, работу. Выводы по этой тренировке могу сделать
принципе, цели, которые ставил на эту тренировку, я их выполнил. В конце, конечно, уже подустал немножко. Вот. Трицепс уже, скажем так, практически не доделал то, что планировал. Вот. Ну, основная работа была выполнена на 100%, скажем так, по плану. Вот. Учитывая вторая тренировка после отдыха, отдых получился, конечно, незначительным, но тем не менее он был. Вот. Прогнозировать хотелось бы что-то, но не в моих правилах ставить прогнозы. Вообще в правилах пауэрлифтинга это немножко неправильно прогнозировать что-то. Потому что спорт довольно-таки травмоопасный. Многие, конечно, спрашивают, какие цели, какой результат на Арнольд. Цели и планы, как у Наполеона, скажем так. Основная цель — это all-time в сотке. Вот. Скажем так, заочная Рубилова с Кахутой Вадиму. Мы вообще с ним дружим. Хороший парень. У меня только положительные эмоции. Но тем не менее, спорт этот не подразумевает видеть соперника только в себе. Оно подстегивает, когда есть соперник, тем более соперник очень достойный. Ну, посмотрим, что из этого получится. Сейчас Владик тоже начал тренировки, подготовка на чемпионат Европы GPA, который будет проходить в Грузии. У меня, конечно, в планах тоже туда попасть, очень хочу. Вот, соответственно, сойтись с Вадимом на одном помосте в очередной раз. Потому что единственное место, где мы с ним пересекались, это битва чемпионов. Ну, соответственно, в разных категориях. Сейчас категория будет одна. Это будет очень интересно.